уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. И сегодня мы готовим два блюда в одной съемочке. Мы готовим хлебный квас с солодом и пирог Костелло. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Так, ну что, здесь я вот будем так равномерно разделил. У нас вот для пирога Костелло нам нужен сахар будет, молоко, 7 яичек, масло сливочное, ванильный сахар. Форма подготовленная. Я потом объясню, как это я все делал, эту пирамидку. Ребята, сразу предысторию пирога Костелло я хочу рассказать. Откуда он родом и как он дошел до Японии. Как говорится, родом, конечно, португальские купцы привезли где-то в 16 веке этот рецепт. Японцы немножечко докрутили со своей хирургичной точностью этот рецептик. И самый популярный этот пирог — это город Нагасаки. Это, будем так говорить, традиционное их блюдо. То есть это японский пирог, бисквит воздушный, немного влажный. Мы его сегодня приготовим. Дальше переходим. У нас здесь для хлебного кваса, ребятки, на столе находятся, посмотрите, пожалуйста. Здесь у меня крошечки, как всегда, черного белого хлеба, хлебные, и солод. 3 столовые. Описание по Костелло я оставлю в описании, вернее, этого видео будет описание Костелло. А по квасу запоминайте: 3 столовые ложки сухариков, ложка столовая солода, граненый стакан сахара, чайная ложка дрожжей и немного изюма. И, конечно, нам понадобятся вот такие бутылочки и бутыль, которые сзади меня. Немножечко раздвигаем. Поставьте кипятить воду. 3 литра воды нам нужно будет. Сначала кипятка, потом немножечко подостынет теплой. И начнем готовить пошагово эти два блюда. Начнем мы с кваса. Нам нужен бутылечек, будет 3-литровый, так как я говорил, кипяченая вода. Ребята, перемешиваю солод вместе с сухариками сразу же. Так вот хорошо. И отправляю в бутыль. Вот так вот. Полностью весь солод с сухариками аккуратненько в бутыль. Извините, нелюбимой рукой прикрываю, но вы видите, как уже сухарики находятся у меня. О, все бутыли. Теперь нам нужна будет большая ложка, так, чтобы до дна доставала, кипяток. 3 литра бутыль, литр мы заливаем кипятка. Я всегда, как всегда, потихоньку, сразу резко не лью. И где-то литр я залил. Вот так вот, есть. И отправляю на минут 30 настаиваться. Перемешиваю, конечно, все полностью. Хорошо перемешаем сейчас. И на минут 30 настаивается. И я через 30 минут появлюсь вместе с этим бутылем. А пока мы сейчас будем продолжать готовить пирог Костелло. Ребята, и начинаем мы наш пирог Костелло готовить из того, что мы берем сливочное масло, отправляем его вот так вот. Оп. Все полностью сюда. Мысочку у меня такую. И сюда же молоко в масло. И растапливаю масло в молоке в микроволновке, чтобы она полностью растопилась. Отправляю в микроволновочку на секунд. Импульсами буду топить, секунд 30, если понадобится больше, чтобы оно полностью растворилось. Масло растопились в молочке, немножечко остывает, а этим временем будем отделять белки от желтков разной посуды. Беру, белочек отделяю, раз, красивенько. Вы моете, как вам удобно, я по старинке, по-нашему, по-одесски отделяю. Все, каждый один за другим отделю и вернусь. Ребята, отделили белки и начнем с желтков. Желтки мы чуть-чуть перемешиваем, вот так вот сразу. Сюда вводим часть сахара. Часть только одну сахара. Вот так вот.
Половинку я ввожу примерно на глаз. А глаз у меня точный, как весы в аптеке. Все перемешиваю. Ванильный сахар. И секретнейший ингредиент, который скрывали от нас и португальцы, и японцы. Но японцы-то доработали этот секретнейший ингредиент, который не был в начале, кто заметил, на столе. Это, конечно, мука. Просеянная мука. Самый секретнейший ингредиент. Почему Костелло у японцев получался круче, чем у европейцев, ребята. Просеиваю, беру вот так вот по чуть-чуть. Ввожу муку и просеиваю. Сейчас просею, вернусь к вам. А пока молочко со сливочным маслом у нас остывает. И вот у нас получилось вот такое после. Красивое. Смотрите. Шикарно. Теперь, ребята, по чуть-чуть вводим наше. Ой. Перемешаю еще раз. Нет, еще горячее, ребята. Еще нужно остыть. Сейчас вернусь. Чувствую, что горячее. Вводим частями и размешиваем масло с молочком. Вот часть я ввожу, есть первая. И потихонечку начинаю не спеша вымешивать это все. Сейчас вымешу, покажу, как у меня это все получилось. Ну и мы, конечно, не забыли про первый наш продукт. Это квас, который уже полчаса постоял. Заливаю почти что полный бутыль еще заливаю тоже горячей воды. Все перемешиваю постепенно. Вот так вот. И заливаю. Ребята, полностью не заливаем до конца, доверху. Оставляем немножко, потому что нам и в бутылках надо будет немножечко воздуха оставить. Из-за этого я заливаю не все 3 литра сразу, а заливаю где-то вот так вот. О, вот так вот. Достаточно будет. Все, перемешиваю. И где-то на часа 2-3 в теплое место ставлю. Пусть дальше настаивается. И вот мы перемешали уже. Здесь у нас, напоминаю, желтки. Сахар, ванильный сахар, часть сахара обычного. Секретнейший ингредиент просеянная мука. И масло сливочное с молоком. Ребята, что я сейчас хочу еще сказать, перед тем, как мы перейдем к белкам. Не забудьте поставить литра 3 водички, чтобы она нагревалась. И нам нужна будет температура этой воды 80 градусов. Дальше мы начинаем взбивать наши белки на средней скорости сначала. Постепенно вводим остаток сахара. И взбиваем. Сейчас собью, покажу до каких пиков, какой консистенции у меня будет взбитый белок. Увеличиваю чуть-чуть скорость и продолжаю взбивать. Чтобы не жужжать вам, оператор выключится. Вот, ребята, мы взбили вот до таких вот, видите, чтобы не сильно густые вот такие вот, видите. Я беру, набираю вот так, вот до таких вот пиков. Все. Дальше мы что делаем? Мы отставляем в сторону наш миксер, пока он нам не нужен. Заберу, чтобы не капал на стол. Немножко туда. Вкусненько. Берем и частями вводим в наш, вот лопаткой даже пробовал пики, частями вводим в наш, вот сюда вот, в желтки наши. Вот беру часть, ввожу. О, ребята, кстати, этот нам тоже не нужен венчик уже. Венчик нам не нужен. И сверху, то есть снизу вверх, перемешиваю с нашими белками. Снизу вверх, ребята. Тщательно соединяю. Постепенно буду вводить и соединять. Сейчас все соединю. Вот так вот. Хорошо вымешиваем, добавляя наши
белки. Постепенно. Добавил часть и перемешиваю. Ребят, посмотрите формочку, что у меня круглая формочка, где-то 22 сантиметра, смотрите, сами выбираете, фольгой, потому что у меня промокает. Если у вас не промокает, то есть ни с чем, я проверил, водичка затекает, я фольгой перекрыл. Увеличил высоту формы, тоже низ застелил пергаментной бумагой для выпечки, и бока тоже увеличил, и отправляю в эту форму. Не забудьте за чайник закипяченный вот до 80 градусов. Наше тесто. Все тесто отправляю в эту форму. Сейчас отправлю и покажу, что я буду делать дальше. Это все высыпал. Посмотрите, вот почти что полная наша форма. Там где-то, наверное, сантиметров на глаз у меня. Глаз точный. Где-то сантиметр под верх. Что я делаю? Наливаю немного сначала воды. Форму вторую мы подготовили. Видите, вот такая конструкция многоэтажная. Вот столько наливаю воды. 80 градусов вода была. Должна быть. Меряйте всегда термометром, ребята. Всегда. Раз, померили. О, все нормально. Пикает термометр, значит, выставлено 80 градусов. Так. Дальше отправляю вот эту всю конструкцию следующую в воду. Духовка у меня разогретая уже на 150 градусов. И где-то вот я наливаю половина формы, может быть чуть-чуть выше, чем половина. Бумага отсвечивает, сейчас посмотрю. Вот достаточно. Где-то так. И на час, ребята, 150 градусов. А потом расскажу, что еще делаю. Секреты японские, вам все расскажу. И наш торт Костелло готов. Посмотрите, какой он просто шатается. Обалденовский. Вот, смотрите, нежненький везде. Вот просто, видите, беру по шкурке, а он дрожит. Готов. Немножечко подостынет, будем пробовать. А мы сейчас перейдем к приготовлению нашего кваса. Как раз он настоялся. И пока наш пирог Костелло выпекается и квас настаивается, традиционный анекдот от меня, отойди сюда на кухне. Рекомендация и совет. Чем больше ты весишь, тем тебя тяжелее похитить. Так повышай свою безопасность. Ребята, мы перемешали квас. Он настоялся у нас где-то около 2,5-3 часов. И переливаю в кастрюлю отдельно. Просто через марлю, через сито. Не спеша переливаем, чтобы полностью процедить. И все, вот, смотрите, не доливайте полную. Берем сахар, наш квас, не полный граненый стакан. Вы хотите более сладкое, добавьте больше. Размешиваем. Дрожжи. 1 чайная ложечка. Все. Перемешиваю полностью и возвращаюсь к вам. Хорошо, что просрались дрожжи. Мы размешали дрожжи, сахар. Вот что у нас получилось. Аромат неимоверный. Друзья, берем бутылочки, леечку и наливаем аккуратненько наш квас. Хлебный с солодом. Лью. Смотрите, наливаю не полную бутылку. Сейчас на первой покажу, а вторую уже сам сделаю. Все, достаточно. Достаточно. Я хочу еще, чтобы осадок, мы процедили, осадок еще остался. Чтобы не было. Смотрите дальше, ребята, что я делаю. Красивый этюд. Беру изюминки. Изюминка нашего кваса. Где-то 5-10 изюминок. Вы по своему желанию. Я где-то 5. Достаточно. Кидаю. Дальше беру крышечку в руки. Отжимаю квас. Как я говорю, отжимаю. Вот видите. Придерживаю, отжимаю.
под самое горлышко, ребята, под самое горлышко. И закручиваю. Все. Он немножко сжатый. Я отправляю его в теплое место на минут 30-40. Потом вернусь к вам, покажу, что будет с этой бутылкой. Видите, сжатая бутылка. Полностью сжатая бутылка. Вернусь, покажу. И мы приготовили наш пирог Костелло. Посмотрите, какая красота. А он играет. О, видите? Разрезаем. Просто разрезаем на несколько частей. При вас. Вот, разрезали. Раз. Разрезали. Два. Я, конечно, выдвину. И еще немножко. Видите? Гладкий, мягкий, вкусный. И, конечно, жирный и нежный. Вот это Япония, ребята. Настоящая Япония в Одессе. Все, берем, выну один кусочек. Так вот, вынимается. Сверху поставлю и покажу вам. Посмотрите. Он дрожит. По-настоящему. Даже вот уберу вот эти непонятные крошки, которые разрезал. Он дрожит. Настоящий, сочный, нежный, влажный Костелло. Пару секунд сфотографирую и вернусь к вам. И вот нежный пирог Костелло готов при вас. Посмотрите. Ой, дрожит, ребята, дрожит. Ну, если вы разрешите, один кусочек чисто символически. Посмотрите. Чисто символически при вас разорву. Идеальный, воздушный, сочный, как нужно. Японцы оценят. Ну, я, конечно, не оценю, попробую. Что схватился за второй кусочек. Елки-палки. Она просто божественная, ребята. Божественно. А можно еще один? Это просто вкусно, ребята. Это просто божественно. Все надкушу, чтобы никому не досталось. Ребята, это бомба. Ждем кваса. И вот мы попробовали наш пирог Костелло. Теперь переходим к дегустации кваса. Уже он готов, постоял, мерз, постоял в теплом месте, потом в холодильнике. Посмотрите, твердая бутылочка. Напоминаю, что он у нас с хлеба черного, белого и с добавлением солода. Будем потихонечку открывать. Очень достаточно. Смотрите, вот это мне всегда нравится, волшебство кваса. Сейчас изюминки начнут подниматься потихонечку. Вот видите, расплывают. Ну, в этом не так резко, потому что я немножко добавил меньше дрожжей. Ну что, будем пробовать в любом случае. Нам достаточно одна изюминка. Вот так вот потихонечку добавлю. Все. Видите, газированный. Я же говорю, не настолько сильно, как предыдущие квасы, которые вы увидите, но все равно газированный. Немножко меньше дрожжей добавил. Ну и изюма меньше, кстати, тоже. Все, сейчас фотографирую и вернусь для вас. Что же, пробуем наш квас с солодом. Менее газированный, меньше дрожжей, более натуральный. Ребятки. Охлаждающий.
Менее сладкий, как раз не насыщенный такой, вот как раз квас для лета, ребята. Вкуснотища. Цикорий дает такие нотки не бочкового кваса, а бутылочного кваса. Да, вот это, наверное, бутылочный квас получился. Цикорий, говорю, солод. Ребята, дает вот такой нотки, я же говорю, бутылочного кваса. Абсолютно очень нежно газированный, вкусный, освежающий. Рекомендую для лета. А с вами была действительно кухня. Люблю, целую, обнимаю вас пальчиками с колокольчиками. Разбирайтесь. До скорых встреч, друзья. Пока.